Но больше всего пейзажные фотографы любят свет. Для художественной фотографии важен образ. Именно свет редактирование фотографий. Когда я смотрю на изображение, в этот самый момент решается ее дальнейшая судьба. И это вовсе не значит, что фотография улетит в корзину. Решается ее художественный стиль и окончательный образ. Казалось бы, что может быть проще? Фотошоп для всех один, но какие разные фотографии вокруг нас. Редактирование черно-белого изображения и цветного – это разные процессы. И если в первом случае преобладают яркость и контраст, то в случае с цветом все намного сложнее. Прежде всего, необходимо придерживаться композиций, выстроенной по цвету и взаимодействию тональных переходов. Не все продукты в супермаркете будут сочетаться в блюде. Так и здесь. Далеко не все сочетания оттенков цвета будут гармоничны в восприятии зрителя, вне зависимости от того, что мы снимаем – портрет, стрит или пейзаж. Для документальной фотографии важна информация. Информация об объекте, месте или событии. Для художественной фотографии важен образ и композиционная гармония света и тени. Соответственно, оказывать воздействие на художественную форму цвета намного важнее, чем просто на объекты сами по себе. Если мы уже знаем некоторые принципы гармоничного восприятия цветного изображения, тогда и только тогда можно начинать двигать ползунки редактирования. Кто-то интуитивно чувствует цвет, а кому-то нужна информация. Большинство пейзажных фотографов любят путешествовать. Нам нравится хорошая эффектная форма в виде горы, реки или водопада. Нам нравятся контрастные или мягкотональные цветные композиции с чистой структурой переднего плана. Но больше всего пейзажные фотографы любят свет. Именно свет, как в цветной, так и в черно-белой фотографии, во многом предопределит ее общее настроение. Я покажу один из способов, как можно добиться разделения пространства кадра на цвета при абсолютно серой, пасмурной погоде. И это не обязательно в RAW формате. Достаточно JPEG. Рассмотрим работу кривых. Из RGB профиля переходим в CMYK. После нескольких манипуляций с кривыми для дальнейшего редактирования возвращаемся обратно в RGB.
Несмотря на то, что Photoshop достаточно обширная программа, для редактирования фотографий много знать его функций вовсе не обязательно. Достаточно несколько главных. Поэтому в своих рекомендациях я не буду учить, как сделать копию живой природы или как сделать как у меня. Я расскажу, как пользоваться инструментами и как мыслить для реализации вашего замысла, образа и гармонии фотографий. Посмотрите, как по-разному изменяется цвет, работая с кривыми в разных цветовых профилях. У меня нет двух работ, которые я редактировал бы одинаково, от начала до конца. У каждого изображения будет свой смысловой и визуальный центр, другие акценты. И еще, я бы не советовал прибегать исключительно к плагинам, фильтрам и экшенам, тем самым полностью доверяя им свой творческий процесс. Если вы хотите действительно создавать художественный образ изображения, лучше понимать процесс на каждом этапе. И самое главное, нужно формировать свой собственный почерк и авторский стиль.